Так, вот я мучился с подъемом, потому что, ну так-то очково, на 90 залетать-то в этот поворот. Заехать-то я заехал, а выехать попробуй теперь выехать, да? И как видите, здесь уже совсем другая картинка. Потому что сейчас на границах ближайших очень несладко. Хлопает огромными локтями снег. И мне 1,5 километра до поворота на 77-ю дорогу, которая поведет нас в сторону границы. И, соответственно, на перевал. Камерой я посмотрел, на подъеме лучше, чем здесь. Здесь у нас тоннель 3,3. Ну вот, посмотрим, что будет у нас, когда мы выедем из тоннеля. Всегда это такое вот в моменте, когда длинный тоннель, совсем разные виды происходят. Ну, здесь метет, 0 градусов. Посмотрим, что будет у нас через 3 километра. Здесь поменьше в данный момент идет снег, но я вижу, как сильно присыпаны обочины. Короче, периодами вот оно бьет эту часть Норвегии на этой неделе. Потому что смотрел там дальше, то есть глубокого севера дороги, там везде сухо было. Ну, именно вот такие вот переходы, как дальше по северу брать. А вот здесь вот эта вот часть сегодня-завтра, как говорят, до 5 числа штормить ее будет конкретно. Ну что, я думаю, мы спокойно доедем до границы. 18 километров. Там посмотрим, что будет дальше. Мы на втором подъеме. Первый подъемчик был небольшой в тоннеле, 3 километра. И сейчас мы идем в этот вот второй подъем. Я так понимаю, это основной будет подъем. Ну вот, сейчас увидим. Ну вот, как видите, 40 км в час, немножко падает. Вытягивает на 8-й передаче. С таким весом вполне хороший результат. Ну и повезло, конечно, что в это время я еще ехал. Я думаю, через пару часов здесь уже будет совсем все по-другому. Третий затяжной очень подъем. Вот скорость 36. На 7-й передаче мы идем. Все подъемы брал наскоком, ну, максимально пытаясь, конечно же, разгоняться. И также с пониженных передач. Белый голубь полетел красивый такой. Вот она, таможня. А я пока вверх тянулся, мне ж есть захотелось. Знаете, как прижимает к сиденью, и желудок прижимается. И очень сильно начинает хотеться есть. Кто сталкивался с таким, напишите в комментариях. Все, здесь очень просто. Нам, естественно, на красненький квадратик. На зелененький, это если пустым, мы смело можем ехать. Забыл я поворотник раньше включить, но и никого и не было. И здесь такая вот односторонняя граница. Места много, все почищено, огромные сугробы.
Где становиться, ничего не понятно. Стану здесь. Успешно пройденная таможня. Ни одной машины здесь не было, пока я здесь был. Все, и теперь у нас Швеция. Мы сейчас с вами в Швеции. Как видели, начало было нашей дорожки. И сейчас у меня 7% подъем вверх. Я также надеюсь, что дорога будет сухая. Ну, в общем, посмотрим, что сейчас будет у меня. Да, вижу я, что здесь попахивает чем-то. Ну, хотя бы, чтобы одна полоса была, и то будет хорошо. Но подъем очень затяжной. Погода у нас тем самым -2. Я, друзья, молчу, потому что сам жду сейчас вот что-то типа такого, когда дорога пропадет из виду. Но это только маленький кусочек. Маленький кусочек. И слышите, да, как проскользнуло. И радует, конечно же, что нету машин. И высота 750. Сколько я там в прошлом видео заявлял? Как раз где-то 750. Мешает кто-то мне видео снимать. Так, ну я надеюсь, подъем я основной преодолел. Еще немножко вверх. Наверное, дорога пойдет. Ну и как бы хватит уже. Мне и так за прошлое видео хватило экстрима. Да. Самое интересное, что, ну, как бы о таком
вообще неплохо бы предупреждать. 740 метров. Все, я надеюсь, что выше мы не поедем. И теперь аккуратненько вот ползти по такому перемету только остается. Ну нет, хотя я вижу еще вот впереди, опять-таки, еще один подъем. Главное не отпускать газ. Аккуратно держать, без лишних резких движений. Так, возможно, сейчас еще и видимость пропадет у меня. И столбики, кстати, вот оранжевые. Ой, как правильно этот цвет? Салатовый. Наверное. Не очень мне не нравится. Как-то красные более поярче. Они в ночное время, да, классно светились бы, конечно, но не в дневное. В дневное, конечно же, красные более актуальны, но здесь их почти нет. Я ездил этой дорогой, но зимой я по ней ни разу не ездил. И это ужасно. Это ужасно. Тем более, когда ты на двухоснике. Избавлять не хочется, но вынужден, потому что встречку никто не отменял. Еще самое важное, в чем сейчас мне везет, к сведению, сейчас -3, что на дорогах нету оленей. Если бы сейчас еще и в такую погоду олени ходили бы, это, конечно, было бы жесть. Это было бы жесть. И вот вы такие едете на расслабоне, думаете, что в мае уже закончилась зима в Скандинавии, и тут вам вот такое вот, как выстрелит. Ну, даже сами норвеги, служба Вегвесен заявляет, что в этом году очень затяжная будет и суровая. То есть, ну как, уже, конечно же, все-таки, как ни крутите, но конец. Но вот смотря сейчас на это все, что возможно еще переметы и в июне. Потому что за месяц здесь снег точно не растает. Ну что, я надеюсь, мы прорвались с вами. Идет дорога вниз. И я буду надеяться, что вверх она больше не пойдет. Кстати, вот белые... Я второй раз сейчас видел, он там бежал. На снегу его на камере точно не будет видно. Но это белые голуби. Белые голуби, и у них черная шея. Вот такие вот интересные у них тут есть птички горно-лесные, горно-северные, как правильно сказать. Ну, может быть, это и не голубь, конечно. Ну, похож он по всему виду, по размаху крыльев на голубя. Нормально, в общем, зиму я всю прощелкал. Видео никаких не было зимних, но вот зато сейчас я вам за несколько этих видео полностью реабилитировал то, что я обещал. Но, конечно же, это уже остатки. Остатки и цветочки можно считать. Но в мае, конечно же,
Это многих удивит. На самом деле меня тоже в таком формате, что именно снег очень долгий шел, я так в мае не попадал. Как-то поспокойней, когда я первый раз начал на севера ездить, то как-то поспокойней тогда было-то. В 2017 я начал ездить в Скандинавию, а в 2019 я поехал первый раз на север. Ну вот именно уже конкретный север. Я начал как раз, перешел там в другую фирму, и у нас работа завязывалась, что мы с севера таскали постоянно рыбу. То есть вся работа была через север. И я начал с февраля месяца, самого такого сурового. Февраль, март, апрель весь работал. Но в мае уже было очень спокойно и довольно-таки тепло. Ну а сейчас, как видите, что происходит. Увидел магазинчик, решил заскочить. Вообще никого нету. Но я думаю, он работает. Ветрище, правда, выходить с машины даже не хочется. Подведем уже итоги. Эта серия видео сейчас была на моем канале. Да, эта информация будет актуальна для постоянных моих зрителей, подписчиков. Кто не подписан, подписывайтесь. Или просто не подписывайтесь, а смотрите. Я немножко откатил назад, так как было снято у меня какое-то количество видео. Должно было бы по порядку, они все должны были выходить и создаваться. Но вот выпал мне этот северный рейс такой небольшой. И поэтому я решил в первую очередь показать зимнюю Норвегию. Вот, потому что бы по очереди я бы это только показал в конце мая. Я думаю, это уже не сильно было бы актуально. А так возвращаемся. Будет видео продолжение, как я ехал 72-й дороги за лесом. Кто не смотрел, смотрите. Ссылка будет в описании. И мы поедем в порт Капельскар. Как там все обстоит, как меняется прицеп, то есть как происходит работа. Завершение будет такое. Вот. Ну, еще несколько интересных видео, о которых вы узнаете позже. Ну, а я еду по пустой дороге. Раз в полчаса встречается машина, снежные обочины. Зверей нету, кстати, почему-то олени северные. Не знаю, где в данный момент находятся, может где-то еще северней. Но пока что не попадались они мне здесь по этой дороге. Это у нас 95-я дорога в Швеции. Вот такие вот дела. Ну и надеюсь, ну как надеюсь, думаю, что это уже был последний снег, последние такие погодные извержения. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. А с вами был Федор и канал Tracker in Scandinavia. Всем удачи, пока.